Привет, трейдеры! Сегодня у нас будет разбор двух трейдов в Apple и в Google. Довольно интересные трейды. Все, без лишних слов, погнали. Итак, Apple, двухминутка. И наша зона здесь и здесь. Мы получаем подбар на удлинении. И, в принципе, могли бы попробовать, но это довольно рисковый трейд. Я его пропустил. Почему? У нас здесь была круглая рядом. И когда я увидел, мы уже довольно далеко отошли, и перезаходить на этом красном баре я просто не хотел. Вот. Но мы заходим на удлинение, стоп в районе 20 центов. То есть, грубо говоря, вы бы зашли 224,85, может быть 90, 20 центов стоп ставите, и все у вас прекрасно. Главное, чтобы был спейс до восьмерки. Итак, вы зашли где-то здесь, стоп у вас 20 центов. Часть я бы уже пофиксил здесь, в районе восьмерки, потому что к таргету это уже 1 к 1. Следующий таргет это была бы двадцатка. Итак, часть закрываем здесь 1 к 1. Стоп переносим в безубыток после того, как мы дошли. Стоп был бы где-то здесь. Поэтому вот этот красный бар, лоу которого 0,5, точно бы нас не выбил, потому что мы бы стояли ниже круглой. Дальше следующий таргет в районе двадцатки. Мы можем закрыть здесь еще часть и дальше пойти бар-бай-бар. Стоп переносим за зеленую свечку. И вот этот красный бар меня бы уже выбил. Так, дальше. И трейд, который состоялся. Мы подходим к 200-ке. Хорошим движением на двух ретестах. Как только получаем топ and tail бар, берем на нем, стоп ставим за него. С первой попытки не пошли, зато у нас здесь был гифт. Что такое гифт? Это когда в районе вашей зоны, где вы брали первый раз, появляется еще один дополнительный сигнал на шорту, вы можете добавиться. Все, здесь мы добавляемся, как только маленький зеленый бар выбивает. Стоп оставляем пока там же. И все, вот у нас пошло движение. Единственное, был такой момент, что мы подходили уже к восьмерке, и нельзя было пропустить большой сильный сигнал, который задел бы наш стоп. Если мы медленно, аккуратно идем маленькими свечками, то угрозы нет, стоп оставляем там же. Но если вдруг начинается резкое движение, то нам желательно уйти, если есть возможность закрыться без убыток. Потому что, возможно, будет продолжение дальше. Потому что наша вероятность ниже, чем менее вертикально предыдущее движение. То есть если мы подходим под 45 градусов, мы называем это Power Trend, который просто так не остановится. Он будет давать много сигналов, и при Power Trend желательно получать большой жирный сигнал. То есть, например, если бы мы получили большой зеленый 1 бар, который выбил бы большой красный, это был бы сильный сигнал BR180. Но здесь нас устраивало, так как маленькие свечки. Итак, мы здесь добавились. Как только подходим к двадцатке, стоп переносим в безубыток. Но мы получаем хороший большой бар. Дальше можем назвать это сингл баром. Стоп переносим за него. Также на нем можно добавиться. Он здесь красный, но в принципе это не особо важно. Он мог бы быть и зелененьким. Главное, что это маленький единичный бар. Все, дальше большой красный бар. Стоп переносим за него. И в районе 50% от этого движения мы должны закрыть часть. Как раз часть на этом баре я закрываю. Дальше мы получаем ретест. Я начинаю идти бар-бай-бар. Почему так рано? В первую очередь я не ждал, что мы будем обновлять лоу с первого раза. У нас было движение отсюда до сюда.
Если мы посмотрим, 50% это наша крайняя точка, когда у нас более-менее нормальная вероятность, что мы с первой попытки пойдем обновлять лоу. Без откатов, без базы или консолидации, как ее называют. Здесь мы перекрыли даже где-то в районе 60%. Поэтому я не жду не лоу, а скорее всего это будет 50%. Но здесь мы практически перекрыли лоу. Я пошел бар-бай-бар, и вот этот зеленый меня уже выбил. Я не стал ждать никаких откатов, потому что время обеденное, и когда это движение появится, непонятно. Но в итоге мы получили очень хороший фэт-бар, он был с рынком вместе. Что это значит? Большой бар, когда перекрывает много маленьких зеленых свечек, это наш сигнал взять в шорту. Мы берем этот большой бар, стоп ставим за него, либо мы можем поставить стоп в верхней трети, чтобы сократить наши убытки в случае, если подтверждение не получим. Итак, мы сразу получили подтверждение. Здесь мы могли закрыться. Я вам просто объясняю, меня в этом трейде не было. Это тоже наш был сигнал. Итак, принцип абсолютно тот же. Здесь ваш стоп, здесь вы взяли, 1 к 1 закрываетесь, получаете большой красный бар на удлинении, можете на нем закрыться, дальше вы можете идти бар-бай-бар, и, скорее всего, здесь вас выбило бы. Либо вы смотрите, попытка пойти на ретест, и как только мы выбиваем лоу, желательно получить сразу продолжение. Поэтому как только пошел этот бар, он открылся вот в этой точке. И как только у нас пошло движение вниз, мы стоп можем сразу поставить за его открытие. Все, как только мы пошли вниз и подтверждение не получили, просто сразу закрываемся и все. Вот таким образом вы можете сократить. Но не надо делать таких движений в самом начале трейда. Сразу стараться как можно быстрее переносить стоп в безубыток. Есть четкие правила. Базово вы ставите стоп за ваш сигнал. После того, как получили профит 1 к 1, закрыли часть, вы можете перенести стоп в безубыток. Дальше двигайте либо бар-бай-бар, либо по восьмерке, либо трейлингом по восьмерке, если это вертикальное движение, либо двигаете стоп по ретестам. Так, и второй трейд. Это был Google. Трейд от 20. Наш сигнал был зайти здесь. Почему? Мы открываемся с большим гэпом, большие риски, высокая волатильность, поэтому мы самое начало в Google не торгуем. И в какой-то определенный момент мы получаем сильное вертикальное движение. Сильное вертикальное движение, если оно не избыточное, что это значит? Если бы мы с хаев дошли до самого лоу безоткатно, это была бы наша возможность взять на контртренд pullback и получить хороший трейд. Итак, но мы торгуем именно в попытку после первый откат. То есть у нас базово есть движение первое, потом pullback, это второе, и попытка пойти на ретест, это третье. Мы берем третье движение. Итак, движение неизбыточное. Мы аккуратно отходим к двадцатке
не вертикально, под нормальным углом в 45 градусов. И получаем маленький топ and tail бар около 20. Мы просто берем по сигналу, стоп ставим за него. Вот он наш маленький риск, мы рискуем всего одним баром. И все, пожалуйста, здесь была возможность добавиться, стоп также оставляем, еще одна возможность добавиться. Дальше восьмерка отрабатывает, дает сигналы, мы идем по восьмерке, и у нас все прекрасно. Вот он наш лоу, здесь мы обязательно что-нибудь закрываем. Не забывайте, как только вы отошли, обычно мы закрываем часть профита, когда отходим один к одному, но здесь бар очень маленький, поэтому можем часть закрыть в районе 50% от предыдущего движения. То есть это здесь, где-то в этом районе. И дальше идем по ретестам или по восьмеркам. Вот этот один зеленый бар нас не пугает, потому что после него мы не получили никакого другого. Двигаем просто стоп по ретестам. Сюда стоп перенесли, сюда за этот бар стоп перенесли. Здесь был у нас еще один дополнительный сигнал на добавиться. Стоп могли сразу перенести за этот красный бар. Дальше low. Мы закрываем в районе low еще какую-то часть. И здесь после большого бара на удлинении стоп сначала за него, а потом бы мы пошли, бар и все. Вот этот зеленый бар нас выбил. И теперь обратите внимание, каким был у нас стоп. И мы бы заработали 1 к 5, к 6 легко. Так, а на этом все. Подписываемся, лайки обязательно. Это моя мотивация быть с вами. Скоро начинаем обучение. Следите. Надеюсь, вам все нравится. Если есть какие-то предложения, оставляем в комментариях. Все, профитных трейдов. До новых встреч.